Привет! Сегодня я хочу поговорить о мужской сдержанности. Мужская сдержанность – это одно из качеств лидера. Здесь надо понять, что лидер – это тот, кто ведет, тот, кто на шаг впереди. На шаг впереди в чем? В собственном развитии. То есть лидерство, мужское лидерство подразумевает не просто сдержанность как таковую, а сдержанность и осознание, чего я сдерживаю. Тогда ты можешь прийти к лидерству. Потому что при сдержанности есть две стороны. Можно сказать, восходящая и снисходящая. И если ты будешь что-то сдерживать, просто ты сдерживаешь, это перейдет в нисходящее. Потому что если ты это не осознаешь, что ты сдерживаешь, то у тебя пойдет раздражение. У тебя пойдет раздражение, и ты потом, можно сказать, опять то произошло или опять это произошло. То есть у тебя начинается выливаться негатив. Ты выливаешь негатив, можешь ты уйти там, прогуляться или где-то кому-то высказаться и так далее, чтобы не этот, или как делают японцы, ставят манекен начальника где-нибудь в подвале, и потом битой его избивают, или как часто делают боксеры, пойдут грушу побьют, или в спортзал сходят и так далее. То есть вылить негатив, если ты не можешь осознать, что ты сдерживаешь, оно является, конечно, оздоровительной формой, но оздоровительной формой в смысле, если ты это сделаешь, никому не во вред, выльешь негатив. То есть грушу там побьешь или еще что-нибудь сделаешь. Когда ты вылил негатив, у тебя остается только, возможно, чувство вины. Чувство вины, если ты осознаешь, в чем твоя вина, как говорится, ты осознал, ты перед собой покаялся, если ты кого-то задел, то ты можешь покаяться перед этим человеком. То есть ты осознал действительно, что произошло, и ты опять пришел же в состоянии спокойствия. Я же предложить тебе хочу сегодня не проходить этот путь от сдержанности до несдержанности, выливания где-то негатива, потом через чувство вины, покаяние пройти, осознать свои ошибки и пройти. То есть это тоже, конечно, путь. Но есть и путь в обратную сторону. То есть путь, где ты не выливаешь негатив. То есть не проходя через негатив, через своего рода катализатор, а где ты остаешься спокойным. То есть из сдержанности ты переходишь в спокойствие. Для этого надо осознавать, постоянно осознавать, что если у тебя пришло раздражение, что тебя раздражает, что ты держишь, что ты держишь. Если ты замечаешь, что ты держишь, что тебя задело, да, то ты можешь посмотреть, это может быть какая-то фраза или это какое-то действие. Но дело в том, что чаще всего мы от этого отворачиваемся и принимаем какие-либо другие решения. Но именно то, что тебя задело, является ключом к твоему самопознанию, к твоему осознанию. То есть здесь ты можешь именно осознать, какая фраза или какое действие тебя задело. Если ты вот ты ходишь даже, может быть, и думаешь, у тебя все время это в голове. То есть твой ум хочет тебе помочь, он тебя хочет высвободить. И эта фраза или это действие для тебя негативно. То есть, следовательно, где-то произошла поляризация в тебе. Возможно, это в детстве, возможно, это ты когда-то создал по ходу дела, по жизни. И вот эта поляризация, которая произошла, то, что ты носишь, эта фраза, вот это и есть то, что ты обозначаешь для себя негативом. И если ты посмотришь, что эта фраза, как же этим ключом пользоваться, то есть надо замок найти. И замок является именно противоположность этого. То есть именно антагонизм и является замком, к которому подходит твой ключ. То есть, например, если какое-то действие произошло, или, например, в разговоре, там, ну, допустим, один из твоих близких людей тебе сказал что-то, и тебя это задело. И ты чувствуешь, что, например, это связано с расходами. Ну, это пример такой, часто распространенный, денежный. То ты сразу думаешь, вот опять там или еще что-то. То есть для тебя ценны деньги.
Значит, здесь ты видишь, что ценность тебя задела именно, что расходы какие-то, да? Расходы, ты нервничаешь из-за расходов, да? Потому что ты ценишь деньги настолько, что у тебя получается, то есть ресурсы важнее человека, да, вроде бы, потому что ты потом тут же выливаешь негатив на человека. И это соответствующий человек чувствует, что его как будто не принимают. Но по сути ты не его не принимаешь, по сути ты нервничаешь именно из-за расходов, да. То есть посмотри, ты начинаешь насчет расходов, ты можешь автоматически часто переводишь это на человека и думаешь, вот он виноват в том, что ты раздражен. Но раздражение происходит из-за того, что ты ресурсы превозносишь, например, какие-либо. Вторая возможность, когда это может произойти, ну, по крайней мере, вторая из тех, которых я осознал, это собственная значимость. То есть, если у тебя какой-то негатив произошел, то, следовательно, опять негатив – это ключ, а замок – это та значимость, которую ты себе даешь. Например, значимость, твое самоуважение. То есть, ты чувствуешь, тебя задело это. И тут можно дальше смотреть глубже, но это будет выходить сейчас за рамки сдержанности. То есть ты можешь просто себя спросить, за что ты себя уважаешь и с чем ты себя идентифицируешь. И вот это здесь ты можешь это дальше глубже смотреть. Ну, как я уже сказал, это выйдет за рамки этого видео. Поэтому на тема у нас мужская сдержанность. Предлагаю тебе осознавать, что ты сдерживаешь, а не просто становиться несдержанным. Спасибо, пока.